В мае 2010 года программист Ласло Ханис предложил сделку, которая вошла в историю. Он написал на криптовалютном форуме, что отдаст 10 тысяч биткоинов тому, кто закажет ему 2 пиццы с доставкой. На тот момент биткоин стоил меньше 1 цента, и никто не воспринимал его всерьез. Тем не менее, нашелся человек, который согласился. Пользователь под ником Геркос. Он заказал Ласло 2 пиццы из Папа Джонс и получил биткоины. Это была первая в истории покупка с использованием криптовалюты. Тогда 10 тысяч монет стоили около $40. Сегодня это более полумиллиарда. Эта сделка стала символом рождения реальной ценности биткоина. С тех пор 22 мая отмечается как биткоин Pizza Day. Сам Ласло позже сказал, что не жалеет о сделке, он просто хотел доказать, что биткоин может работать в реальной жизни, а не быть абстрактной идеей для энтузиастов. Сделка вызвала интерес к криптовалюте. Люди начали обсуждать биткоин как средство расчета, а не просто как технологию. Это событие сыграло важную роль в формировании криптосообщества. Впервые появилась возможность использовать цифровые деньги за пределами узкого круга разработчиков и тестировщиков. Это стало поворотной точкой. Биткоин начал восприниматься как средство расчета. Люди начали верить в то, что цифровая валюта может использоваться в быту. Инженер Джеймс Хауэллс из Британии начал майнить биткоины в начале 2000-х. Тогда это было скорее хобби. Никто не воспринимал крипту как способ заработка. Он добыл 7,5 тысяч монет и сохранил их на жестком диске. Прошло несколько лет, интерес угас, компьютер разобрали, а диск случайно оказался в мешке с мусором. Его отправили на городскую свалку. Позже, когда биткоин начал стремительно расти в цене, Джеймс понял, что выбросил эквивалент сотен миллионов долларов. Он обратился к местным властям с просьбой разрешить провести раскопки, но получил отказ из-за экологических рисков и юридических ограничений. С тех пор он не теряет надежды. Он предлагал инвесторам долю в будущей находке, разрабатывал проекты с участием роботов, а журналисты со всего мира следили за его попытками вернуть утраченные монеты. По подсчетам, если диск все еще работает, монеты можно восстановить. Это стало навязчивой идеей для Джеймса. Он потратил годы на юридические переговоры и сбор денег на поисковые операции. Однако пока диск так и не найден. И каждый рост курса биткоина делает его утрату все более болезненной. История Хауэллса — одна из самых обсуждаемых в мире криптовалют. Она стала наглядным примером того, насколько незащищенными были цифровые активы в самом начале. Потерянный пароль, утерянный диск, сбой устройства, и все, состояние исчезает. А ведь кто-то даже не подозревал, что его безобидный эксперимент однажды обернется миллионами. Кристофер Кох, студент из Норвегии, в 2009 году читал статьи по криптографии и случайно наткнулся на упоминание биткоина. Его заинтересовала идея, и он решил попробовать. Купил биткоинов на $25. Это дало ему около 5000 монет. Кристофер сохранил данные доступа и благополучно забыл о них. В 2013 году, увидев новости о росте курса биткоина, он вспомнил о своей старой покупке. После долгих поисков он нашел файл с приватным ключом, восстановил доступ и обнаружил, что его скромное вложение превратилось в сумму, превышающую $800 тысяч. Он потратил часть на квартиру в Осло и стал символом удачного входа в крипту. Эта история разошлась по всему миру. СМИ писали о нем как о везунчике, сделавшем состояние случайно. Но именно такие случаи вдохновили множество людей присмотреться к криптовалютам. Люди начали покупать биткоины просто на всякий случай. Вдруг и у них получится. Появился феномен ходлеров. Тех, кто держит монеты годами в надежде на рост. Эта история стала примером того, как любопытство и терпение могут принести неожиданный результат. Кристофер не был трейдером и не стремился заработать. Он оказался в нужное время с нужной идеей, в отличие от тех, кто шел по стопам банков и надеялся, что деньги можно просто напечатать. Но именно крах традиционной финансовой системы стал точкой старта для биткоина. Осенью 2008 года мировой финансовый рынок потряс крах Lehman Brothers, одного из крупнейших инвестиционных банков США. Это стало символом начала глобального кризиса. Миллионы людей потеряли работу, сбережения и доступ к кредитам. Государства начали спасать банки за счет налогоплательщиков и печатать деньги в беспрецедентных объемах. Доверие к финансовой системе резко упало. На фоне этого в октябре в интернете появился документ «Техническое описание системы под названием биткоин». Автор — Сатоши Накамото.
Он предложил децентрализованную валюту, не зависящую от банков и правительств. Система, в которой деньги передаются напрямую между людьми, а все операции фиксируются в открытой базе – блокчейне. Первые строки первого блока биткоина содержали заголовок газеты «Канцлер на грани второго спасения банков». Это была не просто валюта, это был манифест против несправедливой системы. Биткоин появился как реакция на финансовую катастрофу. Идея децентрализации, прозрачности и защиты от инфляции легла в его основу. Монеты нельзя было напечатать, как доллары, их нельзя было конфисковать, как банковские вклады. Это стало вызовом старому порядку. Рождение биткоина совпало с моментом, когда миллионы людей искали альтернативу. Система, в которой не нужно доверять посреднику, а можно проверить все самостоятельно, показалась многим настоящим спасением. И в центре этой идеи стоял человек, о котором до сих пор ничего не известно. Сатоши Накамото — это псевдоним. Кто скрывался под ним, до сих пор остается загадкой. Он опубликовал white paper биткоина, участвовал в обсуждениях на форумах и писал код, на котором запущена сеть. Но в 2010 году он исчез, перестал отвечать на сообщения и больше никогда не появлялся публично. Его личность стала одной из самых обсуждаемых тайн интернета. На кошельках, которые связываются с Сатоши, находится около миллиона биткоинов. Эти монеты с тех пор не были потрачены. Их общая стоимость — десятки миллиардов долларов. Некоторые считают, что он специально ушел, чтобы не привлекать внимание и не превращать биткоин в личный проект. Другие предполагают, что он умер. Но фактов нет, только домыслы. За эти годы было выдвинуто множество теорий, от того, что Сатоши, группа ученых, до версии, что это спецслужбы. Но ни одна не подтвердилась. Тайна личности Сатоши придает биткоину особый ореол независимости. Ведь никто не управляет проектом, никто не может нажать на кнопку и что-то изменить. Молчание Сатоши стало важной частью всей идеи. Оно подчеркивает, система должна работать сама, без лидера. Это не корпорация и не стартап. Это код, доступный всем. Блокчейн — это не просто база данных, а фундамент доверия в криптовалютах. Он представляет собой цепочку блоков, где каждый блок содержит список транзакций. Все блоки связаны друг с другом через уникальные цифровые подписи — хэши. Изменить старый блок нельзя, не сломав всю цепочку. Это делает подделку невозможной. Вместо того, чтобы доверять банку, люди теперь доверяют коду. У каждого участника сети есть копия всей истории операций. Если кто-то попытается подделать данные, система это сразу увидит. Блокчейн работает без центрального сервера. Это децентрализованная сеть, где решения принимаются автоматически. Записи в блокчейне публичны. Любой желающий может посмотреть, сколько биткоинов отправлено с одного адреса на другой, но при этом личности скрыты за анонимными адресами. Это дает прозрачность, но сохраняет частную жизнь. Такая комбинация сделала блокчейн уникальным инструментом. Эта система уже применяется не только в криптовалютах. Ее тестируют в логистике, здравоохранении, юриспруденции, но в биткоине она получила свое первое массовое применение. Чтобы блокчейн продолжал работать, кто-то должен добавлять новые блоки. И вот тут начинается майнинг. Майнинг — это процесс, с помощью которого создаются новые блоки в сети и выпускаются биткоины. Участники сети, майнеры, используют свои компьютеры, чтобы решить сложные задачи. Как только кто-то находит правильное решение, он получает право добавить блок и за это получает награду в биткоинах. Сложность этих задач постоянно растет. Это сделано, чтобы блоки появлялись примерно раз в 10 минут, независимо от числа майнеров. Вначале за один блок давали 50 биткоинов. Сегодня чуть больше 3. Количество монет сокращается каждые 4 года. Это называется халвинг. Майнинг требует много электроэнергии. Сегодня существуют огромные фермы, где работают тысячи видеокарт. Это вызвало споры об экологичности криптовалют. Некоторые страны запретили майнинг или ввели ограничения, однако именно он делает сеть надежной и устойчивой. При этом майнинг — это не только технический процесс, это экономическая модель, обеспечивающая интерес участников к поддержанию системы. Майнеры не просто добывают монеты, они защищают всю сеть от атак. А благодаря жесткому ограничению числа монет биткоин стал цифровым аналогом золота. Биткоин часто называют цифровым золотом. Причина — ограниченность эмиссии. Всего может быть создано не более 21 миллиона биткоинов. Это зафиксировано в коде, и изменить это правило крайне сложно. Такой дефицит делает биткоин защищенным от инфляции. В отличие от обычных валют, которые можно печатать бесконечно, биткоин не поддается размыванию. Это делает его привлекательным для хранения сбережений, особенно в странах, где национальная валюта нестабильна. Люди используют биткоин как средство защиты от обесценивания. Многие инвесторы называют биткоин антикризисным активом.
Его покупают не для повседневных трат, а как резерв. Крупные компании вроде Tesla начали вкладывать в биткоин часть своих капиталов. Это укрепило его статус финансового инструмента, а не просто игрушки энтузиастов. Несмотря на волатильность, у биткоина есть репутация. Он не зависит от центробанков, не может быть заморожен и не подвержен цензуре. А значит, он стал первым по-настоящему глобальным средством хранения ценностей. Но технологии не стоят на месте. На смену статичному активу пришла идея универсальной платформы. В 2015 году Виталик Бутерин, канадский программист российского происхождения, представил миру Ethereum — платформу на основе блокчейна, позволяющую не просто передавать деньги, а запускать умные контракты. Это программы, в которых условия сделки закладываются прямо в код, и все происходит автоматически, без посредников. Пример — покупка квартиры. Вместо банка, который хранит деньги на аккредитиве, умный контракт сам решает, когда деньги переходят продавцу, как только все документы оформлены. Это просто, быстро и надежно. Ethereum стал первой платформой для создания децентрализованных приложений, DeFi, игр, NFT-площадок и многого другого. Монета эфириума, эфир, со временем стала второй по капитализации криптовалютой. Платформа получила тысячи пользователей, разработчиков и стартапов. Благодаря ей крипта вышла за пределы простого перевода монет и стала технологией для создания целых экосистем. С запуском Ethereum началась новая волна. Любой мог создать токен или проект. Это привело к взрывному росту числа криптомонет и запуску тысяч ICO. Некоторые действительно изменили рынок, другие исчезли, оставив после себя пустоту. Но это стало уроком всему криптосообществу. Доверие — это не код, а практика. ICO — это способ сбора средств, когда стартап продает свои монеты инвесторам. В 2017 году такой формат стал невероятно популярным. Тысячи проектов обещали перевернуть рынок и предлагали инвесторам токены, которые якобы должны были вырасти в десятки раз. На фоне хайпа в ICO инвестировали миллиарды долларов. Но регулирование отсутствовало и мошенничество процветало. Стартапы исчезали, не предоставив ни продукта, ни обещанных функций. Инвесторы теряли деньги, а рынок постепенно терял доверие. Сотни проектов оказались фикцией, а большинство токенов обесценились. Это был первый массовый мыльный пузырь криптоэкономики. Он показал, как легко манипулировать ожиданиями в отсутствие правил. Впоследствии начали появляться нормы, биржи вели жесткий отбор, а государства начали регулировать такие размещения. Но сам механизм остался. Блокчейн позволяет собирать инвестиции напрямую от людей по всему миру. Это удобно, быстро и прозрачно, при условии честности проекта. NFT — это уникальные токены, подтверждающие право собственности на цифровой объект, картинку, видео, музыку. Они появились давно, но пик их популярности пришелся на 2021 год. Картина Бипла была продана за $69 миллионов, а коллекции скучающих обезьян стали символом богатства в интернете. NFT-истерия охватила рынок. Люди покупали мемы, скриншоты, игровые предметы, надеясь перепродать их дороже. Подключились звезды, крупные бренды и миллионы спекулянтов. Но вскоре все изменилось. Рынок начал рушиться. А объемы торгов упали почти на 90%. Многие токены стали стоить меньше $1. Проблема была в переоценке. Большинство NFT не имели реальной ценности, кроме ажиотажа. Люди покупали токены не ради владения, а в надежде на быструю прибыль. Когда покупатели исчезли, рынок схлопнулся. Остались те, кто верил в технологию. Не в хайп, а в возможности. Сегодня NFT все еще используется в играх, лицензировании, удостоверениях. Но как способ быстрого заработка он почти исчез. Это был эксперимент, который напомнил, даже инновация нуждается в здравом смысле и осознанном использовании. В 2021 году Сальвадор стал первой страной, легализовавшей биткоин как официальную валюту наряду с долларом США. Президент Наиб Букеле объявил об этом с трибуны и запустил масштабную криптоинициативу. Каждому жителю выдали кошелек Chivo с бонусом в $30 в биткоинах. Цель — сделать переводы из-за границы дешевле и упростить доступ к финансовым услугам. Ведь миллионы сальвадорцев не имеют банковских счетов. Был установлен ряд банкоматов, проводились обучающие кампании. Страна даже объявила о строительстве Биткоин-Сити, города, работающего на геотермальной энергии и живущего за счет крипты.
Но все прошло не так гладко. Приложение работало нестабильно, многие жители жаловались на ошибки и отсутствие поддержки. Международный валютный фонд выразил обеспокоенность рисками для финансовой стабильности страны. Курс биткоина колебался, что вызвало страхи у бизнеса. Тем не менее, Сальвадор не отказался от идеи. И правительство продолжает закупать биткоины и привлекать криптоинвесторов. Этот шаг стал прецедентом. Впервые государство официально встало на сторону криптовалюты. И хотя эксперимент спорный, он запустил глобальную дискуссию. Кто контролирует деньги? Крипта под государственным прицелом, криптовалюты дают людям свободу. Но свобода пугает государство, ведь теряется контроль. Если деньги нельзя отследить, обложить налогами или заморозить, нарушается фундаментальная функция власти. Поэтому правительства по всему миру начали борьбу за контроль над цифровыми активами. Китай полностью запретил майнинг и операции с криптой. Индия обсуждала полный запрет. США вводят налоги и усиливают надзор. Одновременно страны разрабатывают свои цифровые валюты, CBDC, контролируемые центральными банками. Они копируют техническую архитектуру крипты, но сохраняют полный контроль. CBDC — это крипта без анонимности. Все транзакции можно отследить, запретить или откатить. Удобно для властей, но спорно для граждан. Многие эксперты считают, что цифровые валюты государств могут стать инструментом тотального контроля. А значит, они идут вразрез с изначальной идеей биткоина. Мир делится на две финансовые реальности. Одна — централизованная, управляемая правительствами. Другая — децентрализованная, основанная на технологиях и коде. И выбор, какой из этих миров победит, зависит не от властей, а от нас с тобой. Мы уже стали частью этой финансовой революции, даже если пока этого не осознали.